Всем привет! В этом видео хочу вам показать нашу съемную квартиру в США. Живем мы здесь с марта месяца, это штат Северная Каролина. Оплата за нее составляет аж $2000. А про коммунальные услуги я вам расскажу немножечко позднее. Пойдемте смотреть. Так, вот, смотрите, видите, такая штука висит, и когда ты подходишь, если приложение скачано, загорается зелененькая штучка, открываешь дверь и вперед. Лестница, улица, фонарь, аптека. 3 этажа в нашем комплексе, а мы на 2-м. Ну, вот такой длинный коридор, и по бокам квартирки. Это наша переполненная мусорка, не буду показывать. Мусор выносят каждый день, кроме пятницы и субботы. Приезжает мусорщик и вывозит этот мусор. Так, заходим в наши апартаменты. Здесь такой закуток для обуви. Ничего необычного. Сразу видим прачечную. В прачечной сразу стояли сушильная машина и стиральная. Их нам поставили. То есть квартира сдается вместе с ними. Очень большие, такие объемные. Нам непривычно. У нас дома были поменьше, в 2 раза меньше эти агрегаты. Так, это дверь, это просто для хранения. Мы используем всякого мусора, в том числе и нашей верхней одежды. Так, закрываем. Что касается кухни. Сейчас, секундочку. Кухня была укомплектована изначально, ну вот понятно, что всеми этими шкафчиками, холодильником, микроволновка была, печка, микроволновка вместе со встроенной вытяжкой, светом включается. К печке привыкала долго, пока что еще так и особо не привыкла, там она печет на фаренгейтах, получается, я привыкла к обычной температуре. Также в кухню еще входила и выходила это, как ее называют, посудомойка. Простенькая такой хлипкий пластик, как мне кажется, но что есть, и то хорошо. Вот, основную всю технику мы покупаем сами. Миксер, чайник, тостер. 1 барный стульчик у нас. Далее вот такая гостиная, не гостиная, гостиная там, мини-столовая. Вот эти вот стулья, 4 стула и стол, нам обошлись в $100. Их нам продал такой дядечка с маркетплейса Facebook. Вообще это комплект из Икеи, там он стоит гораздо больше. Так, это было понятно. Итак, потом мы переходим в такой коридорчик. И здесь сначала идет подростковая спальня. У нас, конечно, аскетизм полный, как вы видите. Стены, причем, вот я смотрю, запачканы вот этим постельным бельем из Икеи. Она полиняла. Полный аскетизм. Внизу коробки из-под ноутбука. Вот 2 кровати. Есть стол, и за ним работает средний сын. У старшего пока нет стола. Мы все в процессе. У них также есть гардеробная комната. Всего в квартире несколько гардеробных. В каждой комнате по гардеробной. Тут тоже такой супер аскетизм. У нас не так много пока что одежды. Так, есть, собственно, у мужиков, включила не там свет, собственно, ванная комната, такая мужеская. Мы так поделили, дочка и я используют одну ванную комнату, а мужики другую. А что? Очень удобно. Это детская, младших детей. Дочка переименовала эту детскую в кафе. Здесь, конечно, повеселее получается. Видите, вот эта облупленная стена, это вот такой ремонт. С таким ремонтом все сдалось. Что мне не нравится, это вот этот ковролин. Потому что, ну, во-первых, он был с проплешинами, вот как видно. Но даже не это главное, конечно. Главное то, что он, ну, нельзя его хорошо почистить, получается. То есть он по всем углам. Ковролин у нас во всех спальнях. В гостиной его нет.
Ну вот мы ездили по разным жилым комплексам, смотрели апартаменты, и практически везде вот лежит вот такой ковролин. Вот эту, кстати, кровать нам просто отдали бесплатно. Тоже на Фейсбуке Marketplace. Русская семья поделилась с нами такой прекрасной софой из Икеи. Она скрипит кошмарно, но вообще классно. Перевезли мы очень много игрушек. Я в каком-то видео рассказывала, что мы перебрались вещами, и вот один у нас чемодан был полностью забит игрушками. Игрушками, книжками, в общем, всем барахлом. Стул, стол, все самое такое недорогое, самое-самое дешевое. Дети любят рисовать, поэтому такой бардак. И мало того, еще и стол у нас уже подзагажен, надо было покупать клеенку. Что касается школы, вот кому-то будет интересно, чем они вообще занимаются. Так, я уйду отсюда. Стол безумно затертый этим, как его называют, фломастерами. Такое отступление, кому интересно. Вот, например, это дочка 1 класс, что они делают в американской школе. Это вот это маршмеллоу, это съедобное. Это они делали фигурки, видите, тут треугольнички, квадратики. Нанизали на такие шпажки маршмеллоу. Половина, они говорят, дочка рассказала, съели в классе, а из половины вот они сотворили такие фигурки. Потом, be composer, скажите, что это? Ну, наверное, будь сочинителем, музыкантом, композитором, что-то типа такого. Сочини, короче, свою музыку. В общем, в школе мне, знаете, что нравится? То, что они подходят к обучению так творчески. Например, смотрите, что вчера у них было. Дочка принесла кемпинг, чек-лист. Они принесли палатки, точнее не палатки, а такие пледы в школу, фонарики, какую-то еду. И у них был такой день, посвященный кемпингу. Смотрите, вот что нужно взять в кемпинг, они записали. Ну и дальше занятия, собственно, строятся на вот этой теме кемпинга. Кемпинг тра-ля-ля, кемпинг тра-ля-ля. Найди там то сё, масё, посчитай, что-то посчитай в лесу, раскраски. Ну это, если кратко сказать, чем они занимаются в школе. Весело у них в школе. Так, как я сказала, в каждой комнате, это, что называется, вернемся от школы к нашим баранам, к нашей квартире. В каждой комнате по гардеробной. Скромная гардеробная, маленькая совсем, но... Ну, маленькая по ширине, я имею в виду. Надеюсь, я камеру не сильно дергаю. Так, и здесь просто у нас вешалки, получается. У нас нету ни комодов, ничего. У нас пока что полный голяк дома. Вот так. Можете критиковать, но лучше не надо. Прокомментирую игрушки. Кому это интересно? Наверное, никому. Но хочу, знаете, чем просто поделиться. То, что здесь можно обустроиться вполне себе недорого. Я забыла сказать. Вы заезжаете, по сути, в самую такую пустую, голяшную квартиру. Здесь ничего нету. Квартира сдается полностью без мебели. Вот только то, что я показала вам на кухне, плюс какая-то кое-какая мебель в ванной, вот это встроенная, и все. Больше тут вообще ничего нет. В общем, вот эти игрушки некоторые и мебель мы берем возле мусорки, вот так это называется, да, не буду скрывать. Люди, получается, здесь меняются, периодически съезжают, появляются новые жильцы, и есть такие люди, которые просто не вывозят всю мебель, а выносят ее напротив дома. Мы, конечно, не копаемся в мусорных баках, вы не подумайте, так у нас прям совсем уж плохо, что мы приехали там из России, здесь роемся. Получается, они просто ставят туда, и люди, кому нужно, они достаточно быстро все это забирают. Вот, и получается, вот этот трек мы взяли совершенно бесплатно на улице. И он, кстати, дорогой, ну, такая фирма хорошая, я посмотрела. Что касается вот этого богатства, вот этот домик, чтобы вы понимали, он выше моей дочери практически. Мы взяли его на маркетплейсе, тоже очень дешево. К нему шел вот этот домик маленький, а вот это богачество, это как типа Сильваниан, мы взяли всего за $3 в Гудвилле, нашем любимом Гудвилле. Все. По игрушкам все, кому интересно. Кстати, мы эти мягкие игрушки тоже в Гудвилле иногда берем, стираем, сушим, и отлично. Так, пошли дальше. А дальше вот в этом коридорчике тоже есть. Вообще это кладовка. Как я понимаю, это просто кладовка для хранения всяких баночек, скляночек для продуктов. Но видите, как мы использовали. У нас, опять же, мебели еще пока что мало, и мы здесь храним детскую одежду. А вверху вообще мусор. Все.
Вот здесь на стене вот эта регулировка, получается, этого температуры. Вот сейчас у нас показывает 80 градусов по Фаренгейту. Здесь можно выставить комфортную температуру, можно охладить дом, можно сделать чуть теплее, и все это пойдет из вот этих отверстий, вот там вот, короче, из отверстий, ненаучно говоря. Розетки, я не знаю, вам интересно про розетки вообще? Здесь такие розетки. Думаю, кто собирается в Америку, в курсе, что здесь такие, как у нас на розетке, они совсем не подойдут, вилки наши, они сюда не воткнутся. И мы перед тем, как ехать в Америку, мы покупали, заказывали на Озоне несколько переходников, чтобы здесь можно было пользоваться. Попадаем из столовки в в living room, гостиная, она же гостиная. Здесь очень светлая гостиная. Опять признаюсь, вот эту лампу, такую прекрасную, мы тоже взяли, сами знаете, сами понимаете где. Так, и мало того, вот это кресло красненькое и вот эту подставку тоже мы взяли возле мусорника, да. И вот эту телевизионную подставку тоже там же. Телевизор купили, да. Не очень дорого. Диван Икеа, стол Икеа. И вот... Подождите, нет. Вот этот столик стеклянный, просто Икеа. Вот такая светлая гостиная. Дальше идем в нашу спальню. Что, здесь ничего такого интересного, тоже все полнейший аскетизм. Здесь сидит средний сын, занимается в компьютере, в своем делает уроки. Это наше. Вот этот столик ужасный, видите, он такой смешной, тяжеленный, зараза. Мы его взяли тоже на мусорке. Ну, некрасиво звучит на мусорке, я не знаю, может как-то по-другому это дело назвать. Еще одна гардеробная, уже наша. Здесь такой, не знаю, бардачок, не бардачок. Тоже мало. У нас мало вещей. Мы пока что не закупаемся сильно, потому что, возможно, придется опять переезжать. То есть, возможно, нам придется расторгнуть вообще этот договор и съехать. Это Wi-Fi здесь лежат так непрекаянно. И в нашей спальне вторая ванная комната, которой пользуются только наши девочки. Как-то так повелось. Залапанное зеркало. Не обращайте внимания. И это как... Ну, не знаю, что это такое. Тут вот всякие страшные агрегаты. Отопительный этот котел, нагревательный, наверное, что это. Везде вот такие подвесные вентиляторы старинные. Что мне здесь не нравится в данных апартаментах, то, что здесь достаточно очень тонкие стены. Не знаю, будет вам слышно, если я постучу в них. Сейчас постучу. Нет, неправильно. Так. В общем, если вы слышите, вот такой тук-тук-тук, есть-то дома. Очень такие тонкие стены, все слышно, как соседи там ходят, бродят, топают. Они ж не разуваются, получается, как мы, культурные люди. И своими каблучками там периодически простукивает. Но это мелочи, шум это мелочи. Минус то, что вот благодаря вот такой постройке, таким стенам, здесь очень жарко. И вот у нас поднималась, получается, температура неделю назад всего лишь до 30 градусов. И я пекла что-то, и у нас тут просто была такая духотня невозможная. Отсюда вот недавно съехал сосед наш, и он сказал, что он зиму тут кое-как пережил, потому что здесь было очень холодно. Но я представляю, такие стены, что тут, да, я чувствую, во-первых, замерзнем, а если не захотим мерзнуть, то мы просто разоримся на счетах. Будут просто сумасшедшие счета за отопление. Плюс еще в том, что у нас прямо из окна видно приезжающий школьный автобус. То есть я жду, смотрю по приложению, когда автобус подъедет. Мы скачали такое приложение, и там показано, когда наши дети подъезжают буквально к дому. Так, это вот о чем я говорила. Вот видно автобус, буквально с нашего окна выходят эти наши дети. Вот они бегут, муж их должен встретить. Теперь, что касается оплаты. Платим мы, как я сказала, уже 2000 в месяц получается, плюс коммунальные услуги. Что сюда входит? Сюда входит свет, и мы за свет отдали $100 за прошлый месяц. Намотали много достаточно, получается. Ну, нас много, и плюс у всех еще ноутбуки, все дела.
Что касается воды, то нам сказали, мы еще не платили, и нам сказали, что квитанция будет приходить раз в 3 месяца. Поэтому сколько у нас натекло воды, мы пока не знаем. Но думаем, что тоже достаточно много. Наши моржи, дети купаются, это хорошо. Так, что еще я себе тут записала? Записала $25 за мусор, вывоз. Самое главное, значит, как мы сняли эти апарты. Мы их нашли не сразу. Нам пришлось поездить по нескольким комплексам жилым. В чем минус? Лучше всего, конечно, определиться сразу с выбором, потому что мы подали заявку еще в один, тоже вот такой апарт-комплекс, и заплатили, получается, по-моему, $50 со взрослого человека. То есть вы подаете заявку, вы приезжаете вот в такой жилой комплекс, смотрите, и для того, чтобы вашу кандидатуру рассмотрели, вам нужно подать заявку и оплатить ее. То есть берется, как правило, вот по $50. Вот за вот эти апартаменты, в которых мы сейчас живем, мы отдали с каждого взрослого по $75. Вот такая, ну это, наверное, средняя цена. Они вас могут одобрить, могут не одобрить. Также заявку можно подать на таком сайте и вообще прицениться, посмотреть, почем жилье в Америке. Есть такой сайт Zillow называется. Получается, мы подали заявку, пришли, посмотрели апарты, нам все понравилось. Пришли и нам дали сайт, на котором мы подали опять же эту заявку, оплатили $75, потом пришли на заключение договора. С нас запросили... Сейчас $2000 мы оплатили, это был такой депозит, он возвратный. То есть, когда вы съезжаете из апартаментов, человек приходит, вероятно, не знаю, как это все происходит, но, наверное, так, он осматривает апартаменты на предмет, ничего ли вы тут вообще не поломали, не сперли, там, не знаю, из встроенной мебели или техники, и тогда возвращает вам этот депозит. Если вы что-то сломали, то депозит, возможно, что они этот депозит оставят о себе. Поэтому с детьми, конечно, сложно. Можно лишиться этого депозита, если дети такие балованные. Но у нас дети взрослые, вроде ничего так не должны сломать, но бывает всякое. Что еще? Помимо депозита нас также попросили показать сумму всех вот этих месячных платежей за год. То есть, что у нас есть такая сумма, что мы сможем безболезненно ее оплатить и не станем такими должниками. В условиях договора также прописано то, что мы можем расторгнуть этот договор и съехать досрочно. Но это нежелательно, то есть это портит какую-то там историю. В Америке вообще много вот таких историй, которые можно испортить. Это кредитная история. Если человек платит, а потом не платит, то у него кредитная история портится. То же самое история вот такого съема. Покажу вам, что у нас вообще тут есть еще. Так, идем на улицу. Такой коридор. Выходим и видим такую mail room. Здесь почтовые ящики. Сюда приносят посылки. Вот эта открытая посылка здесь стоит уже неделю, наверное. Я не знаю, кто-то ее раздербанил, вот так и оставил. Вот сюда складывают посылки и под дверь. Очень много писем, очень много рекламы. Просто здесь все приходит обычно почтой. Вот вчера мы, кстати, получили долгожданно ССН. Дует ветер на улице, наверное, все. А вот и почта приехала. Вчера мы получили ССН. Я попозже запишу видео, как мы его оформляли, как мы намучились. Мне помахал почтовик, он мне рукой помахал. Кстати, это я вам, знаете, что хотела показать? Вот тут на мусорке вчера лежал огромный матрас, тумба белая, стул какой-то такой компьютерный. И еще какая-то ерунда. В общем, вот хотела вам похвастать, показать, что тут есть, что тут люди берут. А его уже сегодня-то и нету. Вот, люди уже забрали. То есть не одни мы такие барахольщики. Вот это на углу церковь у нас находится. Какая-то очень странная церковь. Не православная, конечно же, не протестантская, даже не баптистская, не Иеговы, а вообще что-то параллельное. Что-то очень странное. Вот это, то, что вы видите домики, это тоже такие же жилые комплексы, там тоже люди снимают жилье. Там, я знаю, живут русскоязычные люди, украинцы, казахи там живут. Мой сын дружит с 2 мальчиками из Казахстана. Хвастаюсь нашей машиной. Мы купили БУ машину, Бьюик простой, аж 2014 лохматого года рождения. Но
мы не жалуемся. А вот такие мусорки здесь стоят, причем загаженные птицами. Здесь вообще обычно должны быть пакетики для уборки за своими животными, но что-то я смотрю, расхватали эти пакетики и не спешат пополнять. Покажу вам прудик, надеюсь, нет тут в кустах никаких змей, потому что я знаю, в городе Шарлотт, под Шарлоттом, люди в своих коттеджах, частных домах находили змей, приползали к ним какие-то такие речные. Вот такой небольшой прудик, посередине там фонтан, за деревом, наверное, плохо видно. У нас здесь есть бассейн в нашем комплексе. Я его только что открыла. Белка у нас тут есть тоже. Прилагается белка. Здесь у людей прям вид на бассейн. Не знаю, плохо это или хорошо. Летом, мне кажется, здесь будет шумно им, когда дети будут купаться. Такой у нас спортзал есть. Здесь уже вентилятор работает, чтобы не было жарко. Тренажеры. Вход разрешен детям с 14, по-моему, лет, или даже 16. По-моему, с 14. В общем, вот бассейн, значит, в этом комплексе. Потом парковка, велопарковка бесплатная. Прокат великов по приложению. А здесь можно эту квартиру снять в этом доме. Вот, это офис. Не попали мы еще вовнутрь здания первого. Там у нас должен быть бильярдный стол, зал какой-то такой просто для отдыха, со стульями, столиками. Дверь была закрыта, так что мы не попали. Белки у нас тут постоянно лазят. Что интересно, не знаю, видно вам или не видно, то вот тут вот видите такие балкончики, они все открытые. Буквально стоят они на земле, и у людей там стоит мебель. Там кресла, стулья, какие-то вещи еще. В общем, никто не боится за то, что кто-то это вообще стащит. Ну все, на этом видео буду заканчивать. Задавайте свои вопросы, на все комментарии с удовольствием отвечу. Подписывайтесь, ставьте лайки, если кому нравится. Если кому не нравится, не ставьте, не подписывайтесь. И пока!